Привет, армия. Вчера я пересмотрел видео на YouTube, записанное около года назад. Автор показывал различные жилые районы, где живут айдолы. На этот раз он гулял по Итывону, его целью было добраться до нового дома Чингука, и по дороге он объяснил, что это примерно в 10 минутах ходьбы. Когда я посмотрел видео внимательнее, кое-что привлекло мое внимание. Место, по которому шел этот человек, было точно таким же, где Тэхён снимал свое первое видео со снегом. Тропинка, деревья, то, как падал снег в клипе, все соответствовало обстановке на видео ютубера. Тот факт, что Тэхён был там в тот момент, говорит о том, что он находился очень близко к дому Чингука. Мы не знаем, были ли они вместе в тот момент, но близость этих двух мест делает детали заметными. Для многих фанатов такие моменты никогда не остаются незамеченными. Тэхён обычно оставляет небольшие, но очень точные подсказки. Примечательно, что Тэхён решил снять и выложить видео именно здесь, что говорит о его особой значимости. Возможно, это была просто обычная прогулка, а может быть, момент, который он хотел запечатлеть, любуясь красотой первого снега. Но для тех, кто следит за их отношениями, особое значение имеет окружающая обстановка. Со временем поклонники Тэхёна поняли, что им не обязательно видеть их вместе лично, чтобы понять, что они по-прежнему связаны. Иногда достаточно даже мелких деталей, и при внимательном рассмотрении становится ясно, насколько сильна их связь. Подобные совпадения случались бесчисленное множество раз. Кажущиеся простыми моменты раскрывают больше, если сопоставить их с предыдущими моделями поведения. Хотя некоторые критиковали или подвергали сомнению каждый жест, бросается в глаза не размах самого жеста, а его последовательность. Намеки, которые не являются громкими заявлениями, а скорее фрагментами повседневной жизни, говорящими более честно. Вот почему, когда вы наблюдаете детали первого снегопада и связываете это с близостью дома Чингука, вы понимаете, почему многие фанаты чувствуют, что между ними есть продолжающаяся история. Нет нужды преувеличивать. Просто посмотрите на повторяющийся рисунок, как эти двое движутся в одном пространстве и как беззвучно они показывают, что их близость сохраняется. Тэхён поделился видео без особых объяснений, но то, как он это снял, спокойно, искренне, без пафоса, дает понять, что это был значимый момент для него. И если это место напрямую связано с Чингуком, то оно становится чем-то прекрасным, маленьким кусочком отношений, которые продолжают дышать. В жизни бывают моменты, которые оставляют неизгладимый след, не из-за большой драмы, а из-за стойкости, необходимой для того, чтобы продолжать, когда сдаться было бы гораздо проще. С годами подобные вещи стали частью пути Тэхёна, их трудности, их молчание и то, как они всегда находят способ поддержать друг друга, чтобы не происходило вокруг. Один из самых сложных моментов случился на церемонии вручения премии «Мама» 2018-го, когда Джин рассказал, что BTS подумывали о расформировании, шокирующая новость для миллионов, но для участников группы это была настоящая рана. Чингук плакал, услышав эти слова, но вид слез Тэхёна, что он редко показывает, тронул его. Он протянул руку к Тэхёну, обнял его и подтвердил, что в самые уязвимые моменты они были силой друг друга. Позже Тэхён рассказал, что тот год был одним из самых сложных для него и Чингука. Они много говорили, много плакали и никому было обратиться за советом, но, несмотря ни на что, они решили не сдаваться, продлить контракты и продолжить свой путь вместе. Среди этого хаоса письма Шуги стали для них опорой, помогли им успокоиться и найти дорогу обратно. Теперь многие фанаты чувствуют, что история повторяется. Слова Намджуна на концерте вызвали новые вопросы, новые страхи и глубокие размышления среди армии, и из-за этого образ гармоничной семьи больше не кажется актуальным. В этой ситуации многие начинают видеть в Тэкуке двух людей, которым часто приходится стоять в центре шумного круга. Не потому, что они хотят дистанцироваться, а потому, что они ставят друг друга на первое место в трудные времена. Многие фанаты еще больше укрепили свою поддержку Тэкука, ведь, несмотря на слухи и чужое мнение, Тэхён и Чингук всегда выражали свою поддержку делами, а не словами. И сейчас, как никогда раньше, фанаты верят в то, что они демонстрируют через небольшие жесты, а не через публичные заявления. В последнее время Тэкука редко видят вместе на публике, со временем они пережили разные периоды. Были периоды явной близости, были моменты, когда они предпочитали молчать, но связь никогда не ослабевала. Прошлые жесты демонстрируют уровень комфорта, о котором не нужно заявлять ежедневно, связь, которая остается живой, несмотря на физическое расстояние, которое часто разделяет их.
Для фанатов, которые следили за ними с самого начала, такие отношения не требуют постоянных доказательств. Наша роль – просто поддерживать, слушать, давать пространство и радоваться развитию друг друга. Тэкук столкнулся с пристальным вниманием, критикой, давлением со стороны индустрии и моментами, когда мир казался слишком шумным, но они продолжают двигаться вперед тихо, с постоянством, которое сильнее слов. Их близость не всегда проявляется открыто, она часто существует в тишине, в молчаливой поддержке. В присутствии, которое не всегда видно, но всегда ощущается. Короче говоря, хотя их публичные моменты стали реже, фундамент, который они построили, никогда не терял своей прочности. Отношениям Тэхёна и Чингука не нужна сцена, чтобы оставаться настоящими, и те, кто следил за их путешествием, знают, что самое важное никогда не зависело от камер. И когда мы оглядываемся на их путь, становится ясно, что каждый шаг, как видимый, так и скрытый, создавал фундамент, гораздо более прочный, чем все, что можно было бы записать. Есть отношения, которые растут не из света прожекторов, а из ночных разговоров, из смеха, который понимают только двое, из доверия, которое медленно строится и тщательно поддерживается. Они идут разными путями, преследуя свои собственные цели, но всегда есть невидимая линия, которая возвращает их. Даже когда их редко видят вместе, маленькие подсказки, похожее место, близкое время, знакомые жесты, подтверждение того, что физическая дистанция никогда не равна эмоциональной. Поклонники теперь понимают, что любовь, близость и связь не всегда возникают в публичном взаимодействии. Иногда они дышат в безопасном пространстве, когда решают защитить что-то от всеобщего внимания. И именно здесь красота их отношений наиболее очевидна. Не в том, что они показывают, а в том, что они защищают. Сейчас, когда они вступают в новый этап своей жизни, сталкиваются с изменениями в индустрии, ищут новые направления в своих путешествиях, одно остается неизменным – то, как они всегда возвращаются друг к другу. В трудные времена они не просто коллеги или друзья, но те, кто знает самые глубокие стороны друг друга, те, которые никогда не видны публике. И по мере того, как мир вокруг них продолжает меняться, по мере того, как меняется динамика группы, по мере того, как каждый делает шаг к будущему, тот факт, что они продолжают заботиться друг о друге, доказывает, что их связь – не совпадение, не теория, не фантазия фанатов, а нечто, что выдерживает давление, расстояние, требования и трудный выбор. В конечном счете, именно это делает их историю такой сильной. Не шумиха, не слухи, а настойчивость. Из-за постоянно появляющихся закономерностей, из-за мелких деталей, которые никогда не перестают складываться вместе, и из-за их смелости быть рядом друг с другом, даже когда мир не смотрит. Тэкук не о том, чтобы что-то доказать публике, он о том, чтобы сохранить то, что понимают только двое. О том, чтобы продолжать выбирать друг друга, он о том, чтобы присутствовать в тишине, о построении связи, которая растет со временем. Мы можем никогда не узнать всю их историю, мы можем стать лишь свидетелями небольшого фрагмента гораздо большей истории, но именно это делает нашу поддержку значимой. Мы молчаливо свидетельствуем о двух людях, которые сквозь первый снег, сквозь трудности 2018 года, сквозь расстояние и близость, показали, что настоящим отношениям не нужен свет софитов, им нужна лишь искренность, чтобы жить ими. И в конце, когда гаснет свет на сцене, когда смещается свет публики, когда рутина возвращается в повседневную жизнь, одно остается неизменным, они всегда находят дорогу друг к другу. За сомнениями, критикой и слухами скрывается история, которая стоит особняком. История двух людей, которые никогда не переставали выбирать друг друга. История, которая для кого-то может показаться простым совпадением, но для тех, кто внимателен к ее ритму, это нечто более глубокое, нечто, что растет, переживает и что стоит сохранить. И пока они продолжают двигаться вперед, их сторонники всегда будут их поддерживать, тихо, с уважением и верой в то, что бы ни случилось, их связь будет жить. Потому что некоторые отношения не созданы для того, чтобы их праздновать публично. Некоторые отношения созданы, чтобы длиться вечно.